Привет, друзья, меня зовут Геннадий, и я профессиональный декоратор. И сегодня многими долгожданный выпуск под названием «За копейки». За копейки – это значит, что сегодня мы не будем использовать какие-то хитро выдуманные декоративные штукатурки, а просто будем пользоваться обычными строительными материалами. И будем использовать также сегодня интересные всякие фишки. Например, в нашей фактуре поучаствует такой предмет, как обычный веник. Вот такая вот хрень, не знаю, звучит странно, конечно, но я надеюсь, что это даст свои плоды, и у нас получится интересная фактурная штукатурка. Ну что ж, друзья, теперь приступаем непосредственно к нанесению. А наносить все это дело мы будем на стену, которую как раз вы видите за мной. Она отличается, конечно, никакущей подготовкой, так что в принципе это можно делать абсолютно без подготовки. И так как в этом выпуске, да, мы используем в качестве основного отделочного материала Rotband, соответственно, это будет супер бюджетно. Дальше я выведу примерную цену за квадратный метр. Ну и в принципе можно начинать нанесение. Будем посмотреть. Погнали! В общем, друзья, вот такая у нас стена. Стена, в принципе, условно можно назвать ее белой. Понятно, у нас там с плешками, тут уже ровно что-то мазалось, там просвечивает разный серый цвет. Но все равно, чтобы нам, во-первых, нужно загрунтовать поверхность, это по-любому, да, чтобы наш Rotband не откололся, не отслоился, чтобы он нормально пристал. Для этого я использую в данном случае вот такой вот ВГТ-шка грунт адгезионный. Стоит реально недорого, и в принципе наносить его удобно, практически как грунт для декоративки, практически. В принципе, можно наносить валиком, можно наносить кистью. Я в данном случае буду мазать кистью. Я сейчас чуть-чуть его подколеровал, чтобы у нас получился слегка серый цвет, потому что наносить белое на белое, ну, понятное дело, не очень заметно. Ну все, теперь наношу. Аж припотел малеха. Ну вот, в принципе, все. Грунт нанесен. Я думаю, достаточно в условиях такой достаточно теплой комнатной температуре дать ему на высыхание 2-3 часа. Ну и после чего можно будет замешать Rotband и уже начинать приступать к непосредственно нанесению нашей фактуры. Стоит, конечно же, учесть для тех, кто не знает, может быть, Rotband имеет свойство засыхать. То есть это, когда после того, как мы его замешали, у нас есть примерно минуток 40, так по-хорошему, чтобы его нанести и сформировать нужный рисунок, после чего он начнет застывать. И, в общем-то, нам нужно замешать столько материала, сколько мы за это время израсходуем без остатка. То есть мешать его нужно партиями. Ну, это для тех, кто не знает, мало ли, вообще это, конечно, такая базовая информация. Друзья, ну вот грунт у нас высох. В принципе, не супер грунт для профессиональных декоративных покрытий, но для наших задач подходит отлично. Также замешал уже Rotband, вот такое ведерко. Не его даже до хрена, но тем не менее. Ведро на 17 литров, я его залил наполовину и туда добавил примерно 11 килограмм Rotband или 10, ну что-то типа того. В общем, главное, посмотрите на консистенцию. Консистенция должна быть такая, чтобы было удобно с ней работать. В данном случае мы будем работать обычным малярным шпателем. Ну вот. И она должна быть примерно вот такая. То есть я, когда поворачиваю шпатель, она достаточно густая, но тем не менее стекает. Вот. Ну, примерно с такой консистенцией будем работать. Сейчас прямо я уже буду наносить. Друзья, обратите внимание, что я наносить буду не на всю поверхность, а то есть я буду оставлять пробелы, где у нас будет виднеться первый слой, то есть наш кварцгрунт.
То есть изначально эта фактура делается в один слой, когда речь идет именно о самой фактуре, о фактурном слое. И я буду оставлять такие каверны. Обратите внимание, что они должны быть неправильными, выстроены неправильными геометрическими линиями. То есть они все должны быть такие с красивыми рваными краями. Это важно. Также будем использовать веник. В принципе, вот он, чё ж. Короче, начинаем колхозить. Здесь, в принципе, не о чем говорить, пока не начал наносить материал. Берем наш шпателек. Конечно, это неправильно, но так как я хочу сразу же вам показать технику, я начинаю вот с этого места. Вообще, конечно, правильно работать на стене. Вот, если вы правша, начинайте от левого верхнего угла и такими небольшими кусочками, пазлами, обрываясь неровными краями, мы идем, заполняем всю стену. В данном случае у нас в рамках видео я хочу вам поскорее показать, так сказать, искомый эффект. Поэтому я сразу же бахаю на видном месте, на самом таком приглядном. В общем-то ничего сложного, да. Берем наш Родман. Друзья, также, если вы берете малярный шпатель и изначально покупаете его просто в магазине, то у него здесь острые края. То есть эти края я затачивал наждачной бумагой, можно их срезать ножницами по металлу, а потом дозаточить, чтобы они были вот такие, как у меня, закругленные. Тогда шпатель не будет полосить. В общем, нам главное сделать по верхам как бы ровненькую фактуру. То есть я по верхам снимаю материал на сдир, в общем-то. Но при этом, чтобы у нас были каверны. Сейчас буду дальше наносить, и вы поймете, о чем идет речь. Друзья, еще раз повторюсь, эта штукатурка, она не для продажи заказчику. Это просто для ремонта, да, у кого ограниченный бюджет, для тех, кто хочет сделать ремонт у себя дома своими руками. Ну, в принципе, вот какой-то кусок фактуры уже нанесен. И в этом месте вступает наша тяжелая артиллерия. У нас веник, да? И, в принципе, можно делать какие-то вот такого плана разные тычки, да? Они будут образовывать такую мелкую, неравномерную какие-то структуры, да, какие-то шероховатости. Но это не суть, да? Это не то, что главное нам дает веник. Веник нам дает интересный узор полосатости, да? То есть мы можем делать вот такие длинные процарапывающие движения. Сейчас я вам сниму поближе на телефон, да? Все-таки примерно так более-менее равномерно я эти все движения распределю. И сейчас, когда я их уже сделал, я их чуть-чуть подсглажу сразу же по-сырому. То есть я местами это все перекрою, чтобы она более деликатно смотрелась. Вот, подснимаю вам ближний ракурс на телефон. Вот так это все выглядит. И сейчас я это все слегка приглажу. Ну и в таком ключе я буду делать всю стену. Вот я слегка приглаживаю. И вы видите, да, то есть какие-то неровности они ходят, какие-то они остаются. Ну, в принципе, этого эффекта я и должен добиться. Тогда у нас все это дело еще подчеркнется на последующих слоях. Что ж, друзья, вот такая фактура получилась. Ну и теперь ждем Родман, так как известковый сохнет долго, оставляем его на сутки, после чего будем делать следующие операции, которые тоже немало важны. И там будут свои нюансы, естественно, которые я вам расскажу. Ну, в принципе, на данном этапе фактура меня более чем устраивает. Интересные штуки от веника получились, такие царапины. Ну и, в принципе, уложил таким стандартным а-ля карты мира, да, там что-то такое. Старался, конечно, немножко играть с крупностью, там чередовать крупные, мелкие каверны там и так далее, чтобы рисунок был более разнообразный. Ждем высыхания, после чего приступаем уже к полировке и краске.
все подробно расскажу. На вот эту стену примерно 7 квадратов у меня было замешано Родмонта уже готовой смеси 2/3 вот такого ведра. И из этого я израсходовал примерно половину материала. Ну, расход адекватный, тем более, что Родмонт стоит копейки. В конце, естественно, посчитаю стоимость за квадратный метр. Ну, что, ждем высыхания. Вот так это все выглядит, пока еще сырое. Прошло примерно 6-7 часов. Вам я рекомендую все-таки выждать сутки. И наша стена, наша фактура полностью высохла. Теперь есть два пути. В принципе, мы можем пройтись ее какой-нибудь мелкой наждачкой, типа там 200-кой, 220-кой, 180-кой, слегка подшкурить, но после этого тогда нам придется еще эту стену грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Я считаю, что в данном случае, так как мы стараемся оптимизировать все усилия, эта операция будет лишней. Поэтому сейчас я просто собью все, что выпирает шпателем, просто срежу. Ну, вы увидите, как это происходит. Это вот, в общем-то, вот такой процесс, да. Ну, плюс этот процесс сильно много грязи не наводит, поэтому я так аккуратненько просто пройдусь, без сильного фанатизма, чтобы все, что отваливается, оно сразу же сошло. После этого мы будем колеровать краску и красить нашу фактуру. Здесь очень важно попасть именно в цвет покраски, чтобы это визуально нам все-таки напоминало бетон. Важно не накосячить с цветом, поэтому я вам дам точную формулу, как это делать. Ну а пока забиваем все неровности и приступаем к колеровке. Ну вот, в принципе, все сбил, теперь заколируем. Немножко от той краски, которой мы сейчас будем пользоваться. Это у нас Fincolor. Старался выбрать самую обычную краску, которая есть практически во всех строительных гипермаркетах. Fincolor, у нее есть разные серии. Вот эта серия Oasis Interior Plus. Это значит, что она, ну вот тут написано, для стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью. То есть, в принципе, она выдерживает, точнее, легкую влажную уборку. В принципе, у нее более-менее укрывистость, все характеристики у нее на среднем хорошем уровне, при этом она стоит достаточно дешево. Так, ну вот тут у нас нехитрая процедура на самом деле. Я вам даю четкую рекомендацию. У нас ведерко 2,7 литров. И сейчас мы будем отмерять колер. Чтобы это было интуитивно понятно, да, как каждому добавить нужное количество колера, я буду отмерять это дело вот такими крышечками от того же самого колера. У нас обычный колер текст, начнем с черного цвета. Вот добавляю раз крышку, добавляю два крышку. Две крышки добавил, сейчас размешаю и посмотрю, в какую сторону у нас уходит цвет. Важно понимать, да, что если мы используем просто черный колер текст, то у нас все-таки материал будет уходить немножко в синеву. Чтобы не слишком холодно выглядел наш цвет бетона, мы будем добавлять туда еще также бежевый колер. Уже неплохо, мне кажется, уже неплохо. Я добавлю еще одну крышку, потому что краска все-таки имеет свойство высыхать, и после высыхания она посветлеет. То есть у нас получается на 2,7 литра 3 крышки колера черный текст. И сюда я сразу же накину колер текст бежевый. Обязательно взбалтывайте колер перед тем, как наносить, перед тем, как его добавлять. Одну крышку бежевого. Сейчас размешаю и посмотрим. Мне кажется, уже неплохой цвет будет. Да, мне уже нравится такой теплый серый цвет. И можно наносить. Конечно, нужно все перемешать так, чтобы пигмент полностью растворился. Мы не будем бомбить большим валиком, возьмем вот такой небольшой, средний ворс у него. И главное, чтобы прокрашивать все тщательно и не было никаких пробелов. Я раскатываю ее в разные стороны, слишком сильно не давлю.
потому что чрезмерно сильное давление может сказаться на качестве покрытия, то есть где-то может быть подрывы от родмонта, от того, что я передавил. И вот такими небольшими кусочками, естественно, я стараюсь с одной стороны все прокрашивать, а с другой стороны я стараюсь не оставлять шагрени, то есть не наношу чрезмерное количество краски. Каждый декоратор знает, что грамотная подготовка – это основа для последующей качественно выполненной работы, поэтому я хочу вам представить производителя материала Penaplex. Теплоизоляция Penaplex имеет ряд преимуществ, которые выдвигают этот утеплитель в лидеры по качеству и доступности, так как он должен обеспечивать высокую теплозащиту, быть прочным, безопасным, экологичным, влагостойким и долговечным. С Penaplex можно не только сделать дом энергоэффективным, утеплив его, но и воплотить любые идеи в интерьере, начиная от создания перегородки в студии, заканчивая декоративными элементами любой сложности. Penaplex. Гарантия качества. Так, в общем, друзья, сейчас объясняю. Сейчас у нас будет важный процесс, на котором нам нужно сделать лиссирующий слой. То есть слой, который будет являться полукроющим покрытием для нашего арт-бетона. Чтобы не мудрить, ничего лишнего не придумывать, за основу мы берем уже готовый цвет, да. То есть получается где-то пол-ведерка у меня ушло с 2,7 литров на то, чтобы сделать 7 квадратных метров. Я их просто закатал в один слой. В то время как вот наша стена уже практически высохла, мы делаем лиссирующий слой. Для этого нам нужно взять уже наш материал, тот же самый, да, отлить отдельно. Я отливаю в данном случае в литровую емкость материал, после чего я его разбавляю 1 к 2 с водой, то есть 1 часть краски, 2 части воды. И после того, как я уже так разбавил, я его делаю, этот цвет опять же делаю потемнее. Во-первых, для чего я добавляю воды? Для того, чтобы у нас он потерял укрывистость, и он стал более полукроющим. И чтобы у нас отличался он от того цвета, который уже нанесен, я делаю его потемнее, добавляю туда 1 колпачок черного колера. И сейчас также добавлю 1 колпачок бежевого колера. Замешаю этот цвет при вас. Цвет будет достаточно такой плотный. Ну, не в смысле плотный, а в смысле достаточно темный, но он должен ложиться как бы патиной. Нужно использовать в данном случае вискозу, как я считаю. Она поможет нам грамотно это все дело залиссировать. Во-первых, наносить я буду эту краску вот такими обычными посудомойными губками. Ну, так как рубрика как бы обязывает использовать все самое дешевое. Просто вот такой губкой наношу, но при этом нам нужно снимать лишний материал. Для этого я буду использовать ведерко с водой. Вот таким поролоном неудобно снимать излишки материала. А вот такая вискоза, когда она будет влажная, ну наверняка сталкивались, это такие салфетки для влажной уборки на кухне. Когда она будет влажная, она будет хорошо скользить по поверхности. А в качестве подложки я буду как раз использовать губку. То есть вот такой пирог будет у меня. Вот этим я буду работать сверху, а вот этим я буду изначально наносить. Ну все, материал заколерован, теперь наносим, собственно говоря. Ну, в принципе, смотрится более-менее интересно, но, конечно же, это нужно все еще подчеркнуть, потому что пока это все не работает так, как должно работать. Но уже где-то есть примерно намек на бетонистость какую-то. Вот так нанесли губкой, теперь берем вискозой и вот так подразгоняем это все дело. Она влажненькая. Ну, примерно вот такой результат должен получаться. Ну, теперь нужно нанести уже на всю поверхность. Конечно же, очень важно никогда не делать ровных стыков, то есть каждый кусочек, он должен быть такой, как пазлом, входящий один в другой. Тогда у нас будет максимально
интересная поверхность без косяков. И предыдущим новым цветом я всегда залезаю на чуть-чуть предыдущий. Ну и вискозой все опять же растираем. Очень важно, чтобы мы прокрашивали все дырочки, все вот эти низины, они должны быть у нас заполнены цветом так или иначе. Никаких пробелов в цвете быть не должно. Сейчас я сделаю интересный антураж, чтобы это было похоже на, ну, как бы уже мебелированную слегка обстановку, чтобы вы понимали, как эта фактура выглядит в интерьере. Ну и подмечу несколько важных, очень важных моментов, которые я для себя проработал, для себя понял в процессе нанесения непосредственно всех этих слоев. Мы отметим какие-то фишки и какие-то нюансы, которые обязательно стоит учитывать при нанесении. Ждем высыхания, снимаем скотч, делаем антураж, смотрим и подводим итоги. Ну что ж, друзья, вот в принципе арт-бетон нанесен. Сейчас подведем итоги, сколько же это стоило за квадратный метр, какие у нас цены, какие у нас были затраты. И я вам расскажу о очень важных моментах в нанесении, которые я подметил, собственно говоря, уже непосредственно после нанесения. Конечно же, я такое не делаю каждый день. Я профессиональный декоратор и работаю в основном с декоративными штукатурками, ну, дорогого сегмента, ну или как минимум среднего сегмента с очень хорошим качеством. Поэтому в данном случае эта работа за копейки, она для меня как бы тоже эксперимент. Я примерно понимал, что я хочу сделать, я примерно знал, как это можно реализовать благодаря своему опыту, но все-таки некоторые фишки я уже понял только после нанесения. Во-первых, когда я красил валиком первый слой краски, стоит учесть то, что если слишком сильно давить или возвращаться на полусухое место, то краска немножко может плохо лечь и давать подрывы. В таком случае просто не нужно прям сильно чересчур давить на валик и возвращаться просто в полусухое место. То есть вы покрасили какой-то отрезок, забыли, красите дальше. Если где-то небольшие подрывы были, у меня было всего 2 таких места на всей вот этой стене, примерно 7 квадратных метров. Я просто их оставил и подкрасил, когда у меня уже все высохло. Потом стоит учесть, друзья, когда вы делаете вот этот вот последний лессирующий слой,
он очень жидкий. Конечно же, вам нужно укрыть все чистовые покрытия. Если у вас там чистовой пол, нужно его закрыть пленкой. Ну, естественно, не надейтесь на то, что вы выйдете сухим из воды. Вам тоже обязательно нужно одеть какую-то робу, какую-то строительную рабочую одежду, которую будет не жалко заморать. Замораетесь вы 100%. Дальше. В размывке есть небольшие сложности, да, то есть у меня 15-летний стаж, и я как бы все эти моменты быстренько уловил, подхватил, но наверняка, если это делает начинающий мастер, конечно же, ему будет сложновато. Лучше все-таки работать в паре. Допустим, если вы делаете ремонт у себя дома, подключайте жену или ребенка, или мужа, там, в зависимости от того, кто смотрит этот видос. Все-таки вдвоем удобнее, да, один наносит, а второй сразу же вытирает. Очень важно иметь под рукой ведро с водой, чтобы вот эту вот вискозную тряпочку, чтобы всегда ее смачивать, чтобы всегда чистым это все дело разгонять. Конечно же, вся фишка в рисунке получается, когда вы уже разгоняете вот этот лишний материал, он забивается в низины, лишний материал вытирается, и в принципе стена получилась идеальная полисировка, и после того, как она высохла, вся вот эта чрезмерная пятнистость, она ушла. И то есть у нее есть такой только легкий полутон, да, потемнее, посветлее. Так, собственно, и должно быть. Это вообще очень круто, что получилось. И в принципе у вас есть теперь 100% рецепт, как это повторить. Главное, ничего не добавляйте от себя. Вот это вот, как всегда, начнется: Геннадий, а что если серебришком сверху добавить, намазать, а что если не такой колер, а другой? Вот сделайте просто, как я делаю, один в один, и тогда у вас все получится. Не отклоняйтесь от сценария, друзья. Я это тоже как бы не с потолка взял, я все продумал. Так, что еще в нанесении? Какие нюансы? В принципе, нюансов-то больше и нету, да? Вот изначально я планировал подкладывать обычную губку и сверху накрывать ее вот этой вискозной тряпочкой и вытирать. Я так и делал поначалу, но потом просто забил. Это стало неудобно, потому что внутри, когда губка промачивается, она становится такой менее прочной, да? То есть она не так хорошо держит форму. Поэтому я просто уже делал без губки, просто пятерню растопырил пошире, эту тряпочку вискозную подложил, и все вымывал с помощью руки тряпкой. В принципе, вот по основным моментам я прошелся. Не стесняйтесь с рисунком, прям можно жесткие полосы веником делать. Это будет еще интереснее смотреться, ничего страшного в этом нету. То есть главное не мельчить на самом деле, потому что в принципе фактура должна быть такая, в данном случае достаточно насыщенная. Мне понравилось, как получилось. В принципе, цвет достаточно темный, то есть это идеально для акцентной стены. Может быть, если вы делаете на объем, возьмите все то же самое, повторите, только сделайте все то же самое по той же схеме, только колера добавьте в 2 раза меньше. Ровно поделите то количество колера, когда я говорил, я там все озвучил, поделите на 2, у вас получится более светлый бетон, и он получится более фоновый. Тогда можно, километражи целыми комнатами делать, и будет норм. Это такой вариант потемнее, он тоже очень красивый, мне он нравится, но некоторых на объеме он может немножко испугать. В принципе, для акцентной стены просто идеально. С чем сочетается бетон? Естественно, если вы делаете акцентную стену, то идеальный для нее компонент — это простая покраска. Также, с чем сочетается бетон, вы можете заметить, да, то, что у меня тут все практически из дерева. Я сейчас обязательно укажу вам ценники, потому что в принципе это часть этого ролика за копейки. Допустим, этот стеллаж — это супер дешевое решение, просто деревянный стеллаж из Икеи. Эта столешница тоже супер дешевая, это просто ламинированная тоже под дерево столешница. Отдельно с подстольем она продается, все тоже очень дешево. Стульчик в таком скандинавском стиле, очень стильный, тоже дешевый. Сейчас на все укажу ссылочки. И то есть вы смотрите, да, вы смотрите, понятно, что вы смотрите, вы видите, как хорошо сочетается дерево с бетоном. То есть это две такие натуральные поверхности, которые всегда будут дружить, и у вас просто не будет шансов не попасть. То есть дерево может быть окрашенная морилка, еще какое-то, но все равно текстура деревянная, она читается. И все, что деревянное, все, что даже с ламинацией под дерево, все очень хорошо сочетается и дружит с бетонными поверхностями. Это все в одном стиле. То есть у нас тут такой лофтик, это все очень дешево.
И также рекомендую, если вы используете и дерево, и штукатурки под бетон, добавлять в ваши интерьеры какую-то зелень. Вы видите, здесь зелень, там в углу чуть-чуть зелени. Это все прекрасно сочетается, оно добавляет уюта, немножко красок. И как бы играет все за одну команду, потому что это все-таки все натуральные материалы. Ну, грубо говоря, это такая природная схема, которая всегда работает и беспроигрышно. Уже какие-то яркие акценты вы можете расставлять непосредственно в мелком декоре. Например, у меня красная подушка на этом кресле. Кстати, это кресло, нужно учесть, оно неудобное, на нем нельзя, не получится долго сидеть за компьютером, но такая мягкая подушечка, она в этом плане спасает. То есть красная подушечка, там какие-то красные детальки, да, небольшие на колонках, какая-то картина акцентная, да, и все, интерьер уже заиграл. Все это несложно делается, да, но главное не борщить. В общем, друзья, давайте теперь пройдемся по ценам. За тряпки, в общем, вискозные я потратил 96 рублей, колер 2 по 50, тексовский, краска Fincolor Oasis Interior 2,7 литра 755 рублей, губки за 50 рублей, Родман 255. Так, все вместе у меня вышло 1206 рублей. Это у нас на вот эти вот 7 квадратных метров. На самом деле здесь, наверное, 7,5, но я уж округлил в меньшую сторону, чтобы точно не ошибиться. Получается, что это 172 рубля за квадрат. Это очень мало, друзья. Но если мы учтем, сколько у меня материалов осталось, то это мы ушли все, что я закупил, да? А если учесть, сколько осталось, то хватит еще практически на такую же стену. То есть... забыл я кварцгрунт сюда учесть. Ладно, не суть. Кварцгрунт стоит 800 рублей, но его хватает, у него расход просто бешеный. Ну, в смысле, его хватает очень намного. То есть там квадратов 50, наверное, с этого одного ведра можно его нанести. Так что там, прибавим там 20 рублей. Короче, грубо говоря, 150 рублей за квадратный метр, и вы получаете вот такой арт-бетон. Я считаю, это очень круто. И некоторые вещи можно вообще сюда не считать, такие как, допустим, Родмонд, да? Что такое Родмонд? У вас в любом случае Родмонд используется. Если вы делаете ремонт, без Родмонда вы никуда. То есть у вас там будет он в каких-то количествах, в любом случае используется. То есть, в принципе, очень выгодное решение. Естественно, для тех, кто не может позволить себе декоративные покрытия, все-таки декоративные покрытия гораздо удобнее наносить. Это немножко другой вид. Но здесь мы колхозили, а добились-то в итоге крутого результата, как я считаю. То есть такая фактура, она реально не стыдна. Даже у себя дома я это представляю вполне, как это выглядит. То есть это прикольно. Главное, что не забывайте, чтобы это было все в контексте мебели, которая с этим сочеталась. Ну и все это было в правильных цветах. Цветовые схемы я вам, собственно говоря, дал. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком, потому что это важно для продвижения. И если это видео быстро наберет 5000 лайков, это будет для меня хороший сигнал о том, что такие видео заходят и о том, что такие видео востребованы. Я буду стараться снимать их больше, потому что все-таки формат за копейки это немножко не мое. Я профессиональный декоратор, 15 лет работаю, мне хочется наносить крутые штукатурки, но я понимаю, что не все могут позволить крутые штукатурки, и вот работягам, так сказать, хочется респектнуть и сделать что-то для людей. Понятно, как живут люди в России, да, Питер, Москва, это отдельный разговор, все остальное это вообще хочется плакать иногда, Так что мне кажется, что ролики эти достаточно уместные. Еще раз, поддержите лайком. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях, что бы вы сделали не так, что бы вы добавили в эту фактуру, не пишите. Я считаю, она идеальна, добавлять сюда ничего не надо, хотите арт-бетон, делайте так, еще раз. Никакой, ни шаг влево, ни шаг вправо, получится не то, делайте по моим сюжетам. В общем, друзья, с вами был Геннадий Про Декор, как обычно, желаю вам хорошего настроения, творческих успехов, подписывайтесь на этот канал, потому что это самый крупный канал о декоративных штукатурках на территории РФ. Ну и записывайтесь на мое обучение. Обучение я провожу в Питере, я вообще и являюсь директором компании Pro Decor, и также мы еще проводим обучение. Чтобы записаться в Питере на обучение, все ссылочки будут в описании, также ломитесь мне в директ, извиняюсь, пришлось сбросить. Также ломитесь мне в директ Инстаграм и пишите туда, я вам все тоже по обучению расскажу. Также мы доставляем инструменты по всему миру, инструменты высокого качества, итальянские инструменты для декораторов, ну и также есть инструменты попроще. Все также в описании. Все, увидимся в следующем видео, надеюсь, что вам зашло. Все, пока. Пока.
Всем хороших ремонтов. Нищета зашкаливает. Уровень бедности в России с начала этого года резко вырос. Около 21 миллиона граждан страны не живут, а существуют в зоне официальной нищеты с доходами ниже прожиточного минимума. Этот факт пришлось признать даже Росстату. Ситуация в стране становится все более непредсказуемой. Бедность, долги, отсутствие перспектив – это факторы, которые провоцируют дестабилизацию ситуации, рост криминала и хаос. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.